Всем привет, меня зовут Вадим, и вы на канале Спецбуксир. Едем мы сегодня на очередной земснаряд. Что-то у нас в этом году прям земснаряд за земснарядом. На Калининской атомной это сложно назвать земснарядом. Это, скорее всего, как вы понимаете, лом от земснаряда. А в этот раз мы едем спасать рабочий земснаряд. Он утонул позавчера. Произошло следующее. Ребята работали на карьере, там торфяной карьер, проводили какие-то ремонтные работы на этом земснаряде. Начала поступать вода. Там, в общем-то, относительно не глубоко, от 4 до 6 метров, как они говорят. Они поставили мотопомпу и откачивали. И проводили дальше работу. Понтон земснаряда начал резко заполняться и крениться. Вот. И достаточно быстро он пошел ко дну, накренился, опрокинулся. Там сварочный аппарат у них упал в воду, помпа упала в воду. Один успел из ребят спрыгнуть в лодку, вот, ну а второй каким-то чудом спасся, смог выплыть, когда земснаряд переворачивался. В общем, ни жертв, ни пострадавших нет, слава богу. Мы пока не понимаем, в каком состоянии он находится, то ли он полностью перевернутый, то ли он на боку, будем так говорить. Мы видим на поверхности только трубу от земснаряда, которая из задней части выходит в пульпопровод. Это такие трубы, по которым песок подается на берег. Мы первым делом, конечно же, это обследуем и будем понимать, как нам действовать. День добрый. Привет. Вадим. Алексей. Вадим. Здрасте. Здорово. Михаил. Да. Хочешь поржать? Хочу. Джексон здесь был. Только вот на той стороне. А там дороги нету сюда. Экскаватор зайдет. КамАЗ сейчас прицеп сюда поставим. И потом лодку сбросите. Мы пойдем, а вы лодку сбросите. Потеряшка приехала, заблудишка. Ты чё потерялся-то? Бля, это вообще жесть. Чё жесть-то? Хорошая дорога, еду. Копы кончил, все перерыто. Слышь? Я туда заглядываю, а там кабель торчит, они выкопали его. Так, КамАЗ выезжает на точку. Вон там, где вот так бугорочек черненький, вот там земснаряд. Они сначала, ребята, хотели, чтобы мы его тащили с этой площадки, вот здесь, с этой площадки, и тащили его сюда. Но это будет долго, дорого. Мы предложили им другой вариант, более рабочий, что мы сейчас выставим машины там, будем работать через экскаватор, с учетом того, что там узко, и поставим его, условно говоря, на колеса, ну то есть поставим его на дно и подтащим его к берегу с той стороны, к берегу, к дорожке, чтобы им можно было его попробовать отремонтировать. О, водолазы, помашите ручкой. Пользуясь случаем, передаем привет. Труба вот так вот вниз идет, вот. Прям резко. Резко вниз, да? То есть она не оторвалась, это у нее кожух какой-то. Я думал издалека, что оторвалась. Ну, давайте, удачного погружения. A few moments later. Че, не нашел его, да? 8 метров и не нашел. Труба вот так прям вниз идет. Вот эта труба. Прикольно. Сколько? 8 было? А? 9 даже. 9? И ты не достал до дна. После 6 метров пелена, руку не видно. Че, нашли? Стою.
На нем стоишь? Юрич, смотри, сейчас до берега дойдем, на додже, на черном, едем туда, все складываем, что необходимо, привозим сюда и отсюда работаем на маленьком плече. Михаил Юрьевич, давай коронную, сворачиваемся и уезжаем. Да ну ее нахрен, смотри, как далеко. Устали искать, ё. В 2 метрах заблудились. Темно вообще просто. Ну, по ней видно. Причем, получается, А красное так, вверх смотришь, красное, думаешь, ну все, пипец, что у тебя все красное. Вверх смотришь, а там кровь наверху. Да, блин, реально красная просто вода. Вот, смотри, вот он стоял, Вот, вот смотри, вот так стоял так. и вот так перевернулся. Да. И получается вот это, по-моему, ближе сюда, Понял? чем корма. То есть он стоял вот так, он не вот так перевернулся на месте, условно говоря, а у него вот так, и он вот так вот перевернулся. То есть у него корма осталась сзади, а морда перекинулась через себя. Не тонул. Там в днище были дырки? Ага. Гидролатка заделана. Может, какую латку эту выбил? Кто-то стыд взял Кингстон, да? Бронзовый. Как обычно. Так подожди, а тут страшные истории, что кто-то как бы с него как бы спрыгнул в лодку, кто-то выплыл. Ну, мы прям на нем были, когда он тонул. Так подожди, вы как говорите, как вы утром пришли, утонул, как бы Ну. касса не сходится, ты как бы дай нормальные как бы данные. Вот, мы утром пришли, было Ага. в воде. А, то есть вы начали откачивать, да? Потом, видимо, в тот понтон вода как начала податься, и он... В общем, ситуация такая. Оказывается, есть трос, то бишь канат, за который швартовался этот земснаряд. Я вот не совсем понимаю заказчиков. Заказчики, очень многие заказчики, такое ощущение, что они в партизанском отряде и попали в плен. И все из них нужно вытягивать клещами. Я вот прям не понимаю, неужели нельзя было сразу сказать об этом? Канат, которым держался земснаряд, за который держался земснаряд, чтобы его сильно не мотыляло. Он там об плиту обвернут, да? Обвит об плиту. В общем, отвязать не удалось. С помощью аккумуляторной сабельной пилы мы сейчас с ним расправимся. Да, детка. Я чуть-чуть пилю, каждая нитка такая дынь-дынь-дынь. А потом в конце, как сколько мы, один слой как бы отпилили, а потом второй начали пилить, и он вломил, разлетелся. То есть там натяг приличный был. Мы перекусили. У нас такой у нас караванчик тут. Сейчас быстренько перекусили, добьем баллоны и продолжим работу. Вон солнышко выскочило. Вчера мы приобрели вот такой компрессор для того, чтобы забивать баллоны. Сегодня мы его испробовали. Один баллон уже забили. Сейчас добиваем второй. Сколько набили? 160 примерно. Так же? Чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше? Хорошо. Леха, глуши его, чтобы не тарабанил. То есть сейчас у нас план такой. Мы хотим усилиться, поставить блок, раскинуть еще пару точек и все-таки опрокинуть его на днище, и уже будем подтаскивать сюда к берегу. Вот здесь изначально мы планировали его сюда подтащить. Здесь старая дорога идет, насыпная какая-то. Я так понимаю, сюда свозился какой-то мусор крупногабаритный, строительный, потому что здесь плиты, арматура и так далее. Шлак какой-то. Дорога также отсыпана, я так понимаю, из этих вот силикатных кирпичей, силикатных блоков.
подготовкой мы закончили, сделали все необходимые зацепы. Схема зацепа выглядит таким образом. Мы имеем две точки зацепа на земснаряде, каждая из которых соединяется удлинителями с тяговым канатом. Сам же тяговый канат идет от КАМАЗа на первый блок, который стоит на якоре, то бишь экскаваторе, и от якоря идет к удлинителям под воду и возвращается обратно на якорь. В принципе, эти блоки хорошо. Что, может, надо заводить, прижаться? Что заводить? Ну, прижать этот ковшину. Да. Пошла нагрузка. Пошла нагрузка, да. Что мы имеем на данный момент? Земснаряд поставили на колеса, то бишь на плоское дно. Можно было бы уже приступить к вытаскиванию его на берег. Оказалось, что наш объект упирается правым бортом в стену, который является невыработанным участком. То есть там собран песок, такой уплотненный. Соответственно, чтобы дальше продолжать работы, нам необходимо было приподнять часть земснаряда заднюю, чтобы затащить его на эту стену. То бишь корму надо приподнять. Мы связались с нашими друзьями, с которыми мы проводили работы по вытаскиванию Дзержинского земснаряда, попросили их приехать по возможности и привезти с собой специальные парашюты, понтоны, которые наполняются воздухом, и тем самым приподнять заднюю часть земснаряда и затащить его на этот бугор. Всем привет! Продолжаем работать по маленькому земснаряду. Он вон там, вот где-то вот. Погода шепчет. Он вон там, вон где-то, там. Мы сегодня с подкреплением. Все, продолжаем. Но прежде чем нам подтягивать его, мы попытаемся поднять заборную раму, потому что она является якорем. И поднятие рамы еще мы преследуем с той целью, что когда рама поднимается у земснаряда, у него идет центр тяжести ближе в переднюю часть, и корма у него поднимается над водой. Ну, в смысле, и корма у него поднимается, разгружается. Валится. Ну, машина поехала. Вон там вот так стоит. Ступенька 6 на 4 или на 3 метра. Ну да, то, что мы говорили. И все уже это. Ресепшн не осиливает подъем, ну как бы не притапливает. Где он? Под тобой? Ну, под понтоном вот. То есть, хочешь сказать, он под понтон залез? Да. И не показывается до сих пор. А что, вон там, где канистра, там 8 метров. Где зеленая? Ну вот, не вот эта торчащая, а вон там дальше, 8 метров. Где синяя или зеленая? Где синяя? А где зеленая 9? Где зеленая 9. А вот здесь, где вот это, метров 6. Хорошо, а вот здесь под понтонами сколько получается? Метра 4 еще? Понтонами метра 3-4. Ну, так и... Нонсенс. Плавающие камни. Кирпичи плавающие. Кто видел плавающие кирпичи? Якорим дополнительно.
получится, Миш, завалим. Красиво. Что-то шлепнуло. Трос, да? Да. В обжимке, сука? А, обжимка разобрала. Она попала там в блок, ее порезало немножко. А, то есть там перетянули, да? Из обжимки вот так выскочил. Обжимку раздал. Что с ним сейчас делать? Ну, он обжимки сейчас. Его, ну, как вариант, завязываешь на узел, чтобы продолжить работу. Схватись, я тебе буду подтаскивать. Либо это, обжимками сейчас его обожмем и продолжим. Разорвало втулку обжимную. Сейчас мы ковш можно использовать. В принципе, его можно Дима, там не было таких. подровнять. Юрич, наверное, надо отъезжать. Потому что у него 30-ка уже практически не работает. Давай до этого, до этих, до Даджа доехать, мне кажется. Ну что, надо его отъезжать туда? Надо отъезжать, да. А где этот Этого я сейчас найду. мужик сидит там? Да, сидит. Пошел заводить. Леха, давай заводи трактор сначала. Не, надо. Вот этот заводи, надо же отцепиться. Так, нам необходимо поднять лапы, передвинуть машину вперед. И дальше будем его тянуть вдоль берега. Как мы будем прицеп отсюда вытаскивать? Я знаешь, что думаю? За фронтальник зацепим. И пусть фронтальник его вывозит. Прицеп. Давай. Да, да. Нормально. Да. Че, Лех, давай помогу. Ты что прижимал-то? Саму клемму? Yes! Давай! Походу в нем солярки нет! Лёх, не мучай в нем солярка кончилась. Не, он работает. Газульку держишь, он работает. Газульку отпускаешь, он глохнет. Так он же тогда говорил, что у него солярки мало. Да нету. С катером все? Не работает? Солярки нет. И что делать? Не заведем ничего. Опять выбивать палец? А что толку-то? Мы без якоря его ничего не сделаем. Ну что, давай пробовать тогда стрелой, как ты делал, цепляться. Как работают? Солярки нет, машина не заводится. Я забыл, наша палочка-выручалочка на зарядке стоит. У нас здесь есть 220. Берем вот такой пускач и идем заводить. От винта! Давай.
заносить еще сюда или не надо? Если мы принимаем решение тащить его туда, то, наверное, заносить не надо. Ну, можно занести, пусть Но он, мы, пусть не он идет. мы не отъедем, пока не отцепим. Я понимаю. Давай еще попробуем занести сюда. этот Нет, самый. мы занесем, можно занести. Просто смотри, если мы берем 60 метров, то у нас машина примерно уйдет вот туда за поворот. Потому что здесь он у нас будет стоять вот так под углом. Ну, мы И дальше с не ним знаем, ничего- какой берег. Такой же? Все. Ну, за Бродники одеть и пойти тогда, что делать. То есть здесь-то у нас вот примерно вот так по пояс. В любом случае наплевать, какой берег. То есть даже если он будет, просто если сейчас мы его сюда он вот так останется и все. Да. И они с ним ничего не сделают. Мы с тобой рассчитывали, что у него вот как там, вот так много, то есть что он выйдет вот сюда. А здесь у него вот так вот обрыв прям сразу, то есть достаточно глубокий. Ты его отпускаешь, он убегает. Мне кажется... Давайте назад сделайте еще, я сейчас попробую вверх. Ну что, все? Предлагаю все. Михаил Юрьевич, доброе утро. Да ладно, как бы. Здравствуйте, как вы спали? Мы-то нормально. Так молодец. Да. Просыпался и писался, да. Ну, в общем, ситуация следующая. Заказчик, чтобы сэкономить, хотел подорвать здесь дорогу, и чтобы мы его подтянули вот сюда, чтобы он более-менее стоял ровно. Но и мы уже почти согласились после вчерашней работы. Сегодня утром отцепили ребята зацепы все. Но нам удалось убедить заказчика, что если все пойдет более-менее по плану, мы притянем лучше вот туда его на мель, им будет легче. Это будет более правильно, сюда ближе, там они смогут подогнать технику какую-то, чем работать на этом узком перешейке. Восстановим зацепы и попробуем его протащить туда. Придется задействовать вторую лебедку, 20-ку, как мы вчера делали. Она идет у нас по прямой, там мы ставим блок и возвращаем на земснаряд, вот на швартовые. То есть мы надеемся, что он у нас, условно говоря, по этому крутому бережку более-менее поплывет поближе туда, к месту.
Что оторвали? Рубашка. Вот это вот, Да. но язык оторвался, да? Да. Там был один болт, что ли, всего? Мать. Ставим обратно оторвавшиеся болты. Вставляется? Нет. Да, да, да. Вставился, да. Или другой вставляем. Он начал упираться. Ну, как раз в углу попали. Отведи его. Убирай, убирай. Вот и подошел к концу наш очередной ролик. Было достаточно сложно, потому что это не металлолом, где можно прорезать дырочку, зацепить за нее и тащить. Ну и вообще он достаточно хлипенький, то есть стеночки тоненькие. Собран он из 3 понтонов, крепления слабые, приложить усилий некуда. Пришлось немножко дольше повозиться, чем мы рассчитывали. Нас немножко подвела техника, у нас сломалась наша помпа, которая уже много лет служит. Ну и пора ее менять. Мы уже имеем новую помпу. В следующем ролике вы ее увидите. Здесь получилось, мы работали 72 часа, то есть 9 дней. В принципе, можно было бы, конечно, быстрее, если бы нас отчасти не подводил заказчик, потому что мы договаривались, что должна быть помпа, и он обещал ее нам предоставить. Пару дней у нас не работал экскаватор, то экскаваторщик выбыл из строя по личным мотивам, как говорится. 2 дня солярка у него заканчивалась, и у нас работа останавливалась. Ну, я думаю, так бы мы, наверное, справились, ну, дней, наверное, за 5. То есть, как бы, да, то есть там за 40 часов. Вообще, первоначально мы планировали опрокинуть его на днище и подтащить его к дороге, чтобы это было побыстрее. Но в связи с тем, что когда мы его опрокинули на днище, подтащили, он у нас, как я уже говорил, уперся в свою же выработку, и сдвинуть на такой площади метровый бордюр, ну, это просто невозможно. Вот, поэтому мы выбрали тактику, перемещая машину по дороге вперед, вперед, вперед. Экскаватор у нас помогал, держал ее дополнительным якорем на стаскивание в бок. Фронтальник был у нас дополнительным якорем. И вот, продвигая машину вперед, увеличивая угол, мы потихонечку его подтащили сюда, сделали выработку.
Туда подтащить его невозможно. Мы его пытались привести туда на площадку, но когда мы двигались по берегу, по кювету, как мы называем, вот в этом месте примерно, у нас он уже был на берегу, как вы видели, потом была яма, он у нас в яму провалился, отплыл, пришлось его подтягивать еще сюда. Вот. Но уже было принято решение, потому что он уже начал конструкционную жесткость терять, начал рваться, было принято решение спланировать здесь площадку, и чтобы здесь ребята уже могли его восстанавливать. Вес у земснаряда, ну, по нашим прикидкам, в районе 30-40 тонн, наверное. Ну, с водой, конечно же, больше. Ну, да, то есть подвел наш заказчик. Была бы помпа, было бы немножко попроще. Вот. Ну, в принципе, работа сделана. Заказчик доволен. Есть у него время на восстановление. Ну, наверное, как они говорят, уже восстанавливать они его будут в следующем году. Потому что нужно снимать все двигатели, все просушивать. Ну вот, как-то так. На этом мы с вами прощаемся. Всем всего доброго. Берегите себя. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока.